Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на мой канал, вы на Зеркальном Таро. И с вами Каролина. И сейчас мы сделаем расклад. Давайте посмотрим, что ждет, что спешит, что торопится в вашу жизнь. Какие события, как они будут развиваться. Давайте посмотрим. Итак, я возьму 3 события, и мы их рассмотрим. Что торопится, что спешит в вашу жизнь. Первое событие. Справедливость. Восторжествует справедливость. Значит так, кто заслуживает награды, тот получит награду, да? Кто заслуживает порицания, тот получит порицание какое-то. Давайте мы рассмотрим. Но эта карта, видите, нам прогнозирует именно какой-то успех. Давайте мы рассмотрим. Так, вышла у нас женщина. Это для женщины успех идет. Это реализация ваша принесет вам какие-то классные дивиденды. Понятно, что деньги, но это еще может быть и удовлетворение, да, когда вы просто довольны, что у вас получилось. Как-то здесь может быть карьерный рост показан, да, здесь может быть хорошие очень доходы, накопления и так дальше. Плюс по первой карте я понимаю, что будут люди, найдутся люди, которые будут действительно искренне радоваться и разделять вашу радость. Так, вы знаете, сразу после того, как вы вот восторжествуете, будете радоваться, да, торжествовать, у вас начнется новый путь. Это новое предложение какое-то придет. Возможно, например, новый проект, да, либо новое предложение, вот, например, вот это повышение, о котором мы и говорим. По пути следования к новому вашему, к чему-то вашему новому, да, например, к новому проекту или новому кабинету, может быть, какие-то мелкие пакости будут кто-то делать. Видите, мелкий пакостник у нас тут вышел, пажик мечевой. Так, от кого ожидать? Что-то я подозреваю, что это, да, от кого-то из вашего коллектива, поскольку у нас тут вся линейка про работу. Кто-то из коллектива, кому вы доверяете, к сожалению, да, все-таки не обошлось без того, чтобы кто-то не завидовал вам. И, ну, это может быть как сделанная какая-то пакость, но это могут быть и слова сказанные, конечно, да. Когда вы, возможно, откроете, что среди тех людей, которым вы доверяли, есть кто-то, завистник, скорее всего, да, или завистница. Так, дальше раскроем мы эту же тему. Так, смотрите, есть женщина, с которой у вас вот то ли дружба, то ли даже, может быть, и родной человек, к сожалению, да, но здесь вот как ссора показана. Либо дружили вы с этой женщиной. Показана ссора, которая может даже поставить, например, точку в ваших отношениях. Ну, не точку, скажем так, но временную точку, вот так бы я сказала, да, когда... Ну, с подругой, может быть, вы будете делиться какой-то радостью, она так с ехицей что-то выскажет, да, и вы как перестаете общаться. Вы выскажете тоже ей в ответ что-то, а потом как ограничения наступают, да. Либо, может быть, в блог кого-то отправите в том же интернете. Так, дальше смотрим развитие этого сюжета. Тем не менее, ситуация, которая произойдет, я имею в виду и ваша победа, и даже вот эта размолвка с кем-то, она сделает вас сильнее, увереннее в себе, потому что, дорогие мои, у вас выход идет на новый уровень. Вот период каких-то недостатков или печали, или разочарования, или трудностей, трудной жизни, да, или там, когда не доставало денег, этот период подходит к концу. Вы выходите на совсем другой уровень. Вот вы идете и можете себе позволить все, что хотите. И у вас есть круг друзей, круг людей, которые вас устраивают, уважают, обожают, да, с кем вы проводите время очень счастливое. И у вас есть финансовая независимость. Ну, вот такая здесь идет. Видите, по справедливости действительно вы получите какую-то победу. Какое-то ваше достижение будет вас очень радовать. Так, следующая карта. Давайте посмотрим. Следующая. О, кубковый король. Смотрите, какой он тут у нас прорисовался, да? Наполненный, полненький. Ну, такая колода. Так. Смотрите, кубковый король, что-то будет меняться, связанное с кубковым королем. Что именно? Возможно, просто показан человек, который войдет в вашу жизнь, да, особенно если вы сейчас, допустим, в одиночестве, либо если у вас есть такой король. Ну, в общем, давайте смотреть, что карты скажут об этом короле. Что о нем?
Ну так, есть мужчина, который вами увлечен, который часто думает о том, какие он шаги сделает в вашем направлении, да. Возможно, вот надумал пригласить вас на свидание, да. Но у него есть какой-то страх. Он переживает, возможно, что в чем-то или чем-то не понравится вам, или он, может быть, как не дотягивает, как боится, он как боится этой встречи, понимаете? Может быть, он, когда очень нравится женщина, допустим, да, мужчина боится что-то вот сделать не так, сказать не то, ляпнуть что-то. Вот такой момент, видите, вот вышла карта вот этих таких, ну, страхов, которые, вы же знаете, да, что девятка мечевая, это карта в основном надуманных страхов, ночных. Так, а может быть даже показывать, что мужчина, например, волнуется, что ну, не подойдет вам, допустим, да, вот именно как мужчина и женщина боится, что он вам чем-то не угодит, чем-то будет не такой. Так, о нем давайте посмотрим вообще, что за человек тогда, скорее всего, новый. Так, смотрите, человек спокойный, такой, знаете, который терпеть не может каких-то разборок или скандалов. Человек, который дарит очень много тепла, заботы, внимания. Финансово может он быть как бы в начале пути. Я не вижу, чтобы он был богат. Тут еще только идет дорога, да. Но он работает над этим. Работа у него есть. И он старается, как бы трудится для того, чтобы вырасти и стать успешным. Вот так вот. Так. Еще о нем немножечко. Видите, какой немножечко показан и отшельник он. То есть, может быть, человек, который, ну, не любит большие компании, да, такой домосед, семейный человек еще может быть показан. Ну, такое ощущение, что у него какая-то потеря серьезная была. Может быть, отец, может быть, отца потерял. Может быть, ушел из жизни отец. Либо какой-то, ну, наставник, вот так бы я сказала. Так, об этом мужчине. Ну, давайте тогда посмотрим. А что он, если у вас, он вам понравится и начнутся отношения, что он вам даст, да? Будет ли он таким вот медлительным, там, нерешительным, либо все пойдет у него классно, он хорошо будет развиваться, и вам будет с ним хорошо. Что он вам даст? Он, несомненно, конечно, вами интересуется, и даже очень сильно. Что он вам даст? Вот такое ощущение, смотрите, хочет, чтобы вы были его, ну, женой, его женщиной, императрицей, женщиной номер один, семью, очаг, вот этого он все хочет. Но здесь идет как бы разочарование, то, что связано с финансами. Как будто женщине не понравится, что он не такой состоятельный, как хотелось бы. Понимаете? Не зря он и боится. Здесь могут быть страхи, что он мало зарабатывает. Вот так вот. Что он даст? Он даст любовь и заботу, внимание, восторг, но денежно женщина будет в нем, по крайней мере, разочарована в начале, да, вот как бы в первое время. Давайте, хорошо, немножко отдаление смотрим. Сможет он что-то добиться, стать, скажем так, на коне быть. Вы знаете, да, сможет. Скорее всего, значит, речь идет все-таки о молодом мужчине. О молодом мужчине. Скорее всего, речь идет о молодом мужчине. Потому что если мужчина уже взрослый, ну, редко когда, если уже ничего не добился, редко когда получается, чтобы он что-то добился, да. А здесь у нас вышел все-таки король пентаклевый, то есть мужчина, у которого точно есть денежки, он этого добьется. Значит, здесь так, либо король этот молод еще, да, и действительно просто стоит в начале пути своего и таки добьется. Либо еще справедливость, это может быть получить наследство, ну, когда там какие-то суды, видите, здесь у нас вот судья с молоточком сидит, то есть, возможно, он просто получит что-то, да, придет ему по справедливости. Ну, и первая карта у нас здесь все-таки победа вышла, победитель, то есть, вот у него каким-то образом прорыв будет финансовый, любым образом, да, либо сам себя реализует, либо сам реализуется, либо вот получит от кого-то что-то. То есть я не скажу, что он безнадежный, вот так, по финансовой стороне. Ну, и я считаю, что на этом мы и остановимся, да. Вот такой мужчина здесь показан. Так, а вы уже смотрите, что и кто вам подойдет.
Еще одна карта вышла. Ну, здесь какая-то веселая, счастливая встреча, времяпровождение какое-то классное. Ну и давайте посмотрим, что об этом расскажут карты. Возможно, вас скоро куда-то пригласят, или вы сами организовываете какую-то встречу, какую-то вечеринку. Вот, с чем это связано, давайте посмотрим. Идет веселая встреча. Ух ты, там на этой встрече вашей веселой, ну, такое впечатление, что будет какой-то большой соблазн. Либо, знаете, на ваших глазах вы будете видеть, вышла карта дьявола, видите, например, измену, да? Ну, к примеру, придет там какой-то молодой человек, у которого есть жена или женщина, и вы увидите, как он уединяется с кем-то. Вот. Либо показано, что на этой вечеринке у вас будет соблазн какой-то, который трудно преодолеть. И этот четко соблазн, смотрите, с чем связан. С девяткой кубков. Это у нас про удовольствие. Но удовольствие, вот в этой колоде, видите, как они прорисованы, когда человек сидит, объедается. Поэтому для кого-то вот этот соблазн будет действительно связан не с мужчиной, там, не с изменами, не с какими-то необузданными влечениями, да. Здесь может быть то, что вы, например, ну, вы на диете, допустим, да, вы так крепко держитесь, вы там, а тут придете, да, и получится так, что объелись. Ну, и так тоже может быть. Знаете, что карты показывают не только какие-то эпохальные события, но и самые простые, обычные про жизнь, да. Так, и здесь, как человек расстроен сидит, знаете, думает, ну зачем я это сделал? То есть человек может объесться, потом думать, ну зачем я нарушила, да, эту свою диету. Но в то же время вся триада говорит о том, что это может быть что-то и другое, да, о чем человек может потом пожалеть. Так, еще что об этой вечеринке, давайте посмотрим. Так, ну здесь какой-то выбор идет. Будете что-то выбирать, что вам по сердцу, что вам нравится. И будут открыты все возможности. Значит, к примеру, вы приходите туда, где вы не будете ничего платить. То есть кто-то все это оплатит. Вы сидите, выбираете, все у вас возможно. Да, выберите хоть самое дорогое блюдо. Потому что эта встреча может быть и в ресторане где-то, да, что у вас как без, нет ограничений. Что вы хотите, то вы можете выбрать. Все это кто-то будет оплачивать. Что еще об этой карте? Ой, целых две вышло. Ну, хорошо. Так. Такое ощущение, что будете вспоминать, говорить о человеке, который не с вами сейчас, который ушел, либо уехал. Но этот человек родной для вас, дорогой для вас очень, да. Возможно, этот человек и есть душа вашей компании, но просто он не с вами сейчас. Вот, где-то в другом месте он сейчас. И как такая небольшая какая-то печаль, да, будете вспоминать о ком-то, кто не рядом. Но этот человек дорогой друг для вас, и либо родной человек. Так, еще 3 карты. Смотрите, здесь будет какая-то женщина старше вас по возрасту, либо даже, например, может, вы с коллективом будете отдыхать, она может еще быть старше вас по социальной лестнице. То есть, например, начальница ваша, да? Вот старше вас она. Здесь такое впечатление, что вы будете как говорить, например, о том, что у вас что-то не получается, либо вы как-то очень устали на работе, да, просто там перегружены, загружены до невозможности. И вот эта женщина, она вам даст какой-то дельный совет. Вот что-то в чем-то подскажет, поможет. Либо совет, либо прямо реально скажет, да, ой, давай я тебе помогу, да, давай мне часть, допустим, часть твоей работы, я тебе помогу это сделать, я сделаю это там за тебя. Вот такое договоренность идет. Вот смотрите, мы полностью раскрыли только что вот этот вечер, который будет происходить, да, вот эта встреча. Как интересно, правда? Я очень ожидаю, что после этого вечера напишите, пожалуйста, в комментариях, как он прошел действительно, да. Возможно, сейчас вы даже поняли, о каких людях идет речь. Вот просто очень это интересно. И до новых встреч. Спасибо, мои хорошие, за то, что вы со мной. Не забудьте, пожалуйста, подписка, лайк и комментарий. Это продвижение моего канала. Мне это очень радостно и приятно. До новых встреч. Пока-пока.